Всем сдрига! Наверное, для начала стоит сказать, что я за хрен с горы. Роман эффектный. По профессии я VFX артист геймдеве, по призванию тунеядец. Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Ну, короче, чел, который несколько лет подряд открывает Unreal Engine, делает какую-то херню, закрывает Unreal Engine со словами «Ладно, давайте после майских». И я, как и много других классных ребят на этом прекрасном ресурсе, до меня или после, хочу рассказать про свою первую законченную игру. За последние годы у меня накопилась целая свалка из прототипов. Каждый раз все происходило одинаково. Появлялась очередная гениальная идея. Я открывал движок, делал прототип, смотрел на него и думал. А потом через неделю находил новую гениальную идею. И цикл повторялся. В итоге у меня на SSD накопилась целая куча цифровых трупов. Шутеры, какие-то симуляторы. В общем, кал. И в какой-то момент я понял, что лучше никому не рассказывать, что я сделал кучу неведомой хуйни, перспективных прототипов. Поэтому буквально я сказал себе, да и стыд, ну сколько можно. Взял быка за яйца и начал делать игру. Это был проект под мусорку. Ну то есть буквально. Я не рассчитывал никому давать в нее поиграть. И делал ее примерно с таким настроением. Ну сделаю шутурок, гляну как получится вообще, закончить там или нет. Потом закину в крематорий к остальным проектам. Все, финал. Но потом во время стримов мы начали обсуждать разработку с ребятами. Я показывал какие-то куски игры, мы что-то обсуждали. Кто-то даже говорил что-то хорошее. Я не знаю, что с ними не так. Спасибо, ребят. Появилась мысль, может реально ее зарелизить? Это все хуйня. Какой смысл? Теперь немного про саму игру. Максимально тупая и однобокая. В хорошем смысле. Без сюжета. Только со шметками лора, о котором знает только мой брат и я. Без философии. Без диалогов. Есть ты, пара пушек. Есть толпа криво отмоделенных придурков, которые хотят тебя убить. Ну и все это безобразие приправлено тяжелой музыкой. Все. В принципе, весь диздок можно было и закончить на этом моменте, если бы диздок вообще был. Это должен был быть быстрый и злой шутер. Такой, чтобы ты не сидел обоссранным за укрытием, как пенсионер в поликлинике, а постоянно бежал вперед и нажимал какие-то кнопки. Получал по лицу, раздавал по лицу, начинал заново. Короче, есть оружие, есть сиги и алкашка, похожая на соус шрирача. Полный набор для счастливой жизни, я думаю. Тем более в современной игровой индустрии без этого вообще никуда. Самое интересное поперло в разработке. Я сразу поставил себе очень жесткие рамки. Все делаю сам, полностью под ключ, с кайфом. Самое главное — это не уходить в бесконечные итерации. Потому что я прекрасно знаю этого персонажа. Я с ним живу всю жизнь. Стоит мне начать ковырять какую-нибудь вещь, так через неделю я уже сажусь писать с нуля свой движок, а игра как была, так и остается не готовая. Поэтому я ввел максимально простой пайплайн. Сделал, посмотрел, не блеванул. Отлично. Несите следующего. Именно поэтому на создание многих ассетов я тратил очень мало времени. Иногда это вообще 20 минут, иногда 30, иногда похуй. Потому что мне нужна была игра. Не портфолио, не демонстрация, какой пиздец художник и разработчик там и так далее. Мне нужен был законченный продукт жизнедеятельности. Хотя бы какой-то. И это сработало. Почти весь визуал был сделан практически за выходные. И знаете, никто не умер. Ни я, ни люди, которые, слава тебе Господи, в это поиграли. Никто не написал, слушай, там на бочке нормаль съехало. Всем плевать. Миш, мне похуй. Люди просто играют. С технической точки зрения, разработка вообще прошла подозрительно гладко. Я немножко не новичок, поэтому я навалил спагетти кода и забыл об этом. Ничего не ломалось, проект не удалялся, комп не умирал, хотя я честно давал ему шансы. Игра постепенно приобретала форму. Самое сложное лично для меня оказалось не программирование, не графика, а дизайн. Потому что сделать всякую способность легко, а сделать интересную способность там плавал. Сделать несколько интересных способностей еще сложнее. А потом выясняется, что игрок все равно нашел какую-то ямбу и играет только через нее. Четко. Получается у вас. Когда игра начала собираться во что-то цельное, вылезли все косяки. Враги были тупые, иногда слишком тупые, иногда настолько меткие, как будто у каждого дома висит диплом киберкотлеты. Управление получилось слишком резким. Я хотел отзывчивость, а получил управление на чистом энергетике. Иногда персонаж реагировал быстрее, чем я успевал подумать.
Но, честно говоря, мне нравилось это дерьмо. Я кайфовал, потому что игра становилась дикой. Немного, а может и много, сломанной. Немного несправедливой, но при этом очень живой. Бывали ситуации, когда я вообще не понимал, кто меня убил. Откуда, почему, за что. Может быть, это была пуля, может быть, карма. Но в большинстве случаев хотелось сразу же нажать рестарт, а это хороший знак. Отдельная история музыка. Я вообще считаю, что половину экшен-игр делает музыка. Можно кривой бой собрать, странный баланс, какой-то дизайн подозрительный. Но если в нужный момент врубается правильный трек, мозг говорит: да похер, братан, мы ща кайфуем! И дальше наступил самый интересный и ебаный этап — релиз. Пока игра лежит у тебя в папочке, она охуенная и идеальна. Никто ее не видел, никто ее не хуесил. Она как код Шрёдингера, одновременно может быть и шедевром, и говном. Это что такое, а? Я залил игру на ич, оформил страницу и превратился в ждуна. Начались первые прохождения, в основном через знакомых. Попер первый фидбэк. Реакции были абсолютно полярными и даже забавными. Одни говорили: шакальная хуйня, инстадроп. Я говорю, это пиксельная залупа. Пизда, это хуйня. Другие говорили: блин, это охуенно. Больше всего радовали комментарии примерно такого типа: меня убили, но я сразу же запустил еще раз. Вот это для меня был один из самых лучших комплиментов. Потому что именно такой цикл я хотел получить. Попробовал, проиграл, психанул, нажал рестарт и пошел еще раз. Или дропнул игру и написал, что это хуйня. Конечно, была и критика. Главное ее правильно воспринимать. Не в стиле Миш, мне похуй. Я так чувствую. и не в стиле: о боже, они нашли баг, что за позор, надо удалять игру и постричься в монахи. А где-то посередине. Я старался анализировать, пытался понять, почему человек пришел именно к такому выводу, что именно его раздражает и вводит в фрустрацию. Но делать с этим я ничего, конечно же, не собирался. Где проблема действительно есть, а где это просто вопрос вкуса. С какими-то замечаниями я был полностью согласен, с какими-то вообще нет. Но любой адекватный конструктивный отзыв помогал лучше понять собственную игру. И за это я очень благодарен всем, кто нашел время ее попробовать. Особенно тем, кто написал развернутый фидбэк. Потому что после определенного этапа разработки бывают периоды, что вообще не понимаешь, что за хрень происходит. И это реально помогает. Отдельное спасибо Илье Филкерсу за тестирование и помощь на протяжении разработки. Чел нашел столько багла, я и представить себе не мог, какой я на самом деле забагованный кусок дерьма делаю. Илье Теснонету за эти прекрасные звуки. И Егору Чили за то, он знает за что. Подробности когда-нибудь в другой раз, тут без литра не расскажешь. Впрочем, это уже совсем другая история. Спасибо моему корешу Андрюхе за то, что слушал мои тупые идеи и поддерживал. А еще спасибо этим прекрасным ребятам за отличные фидбэки и сочувствие. В итоге могу сказать следующее. Сделать первую игру оказалось намного полезнее, чем еще 10 лет размышлять о том, какую пиздатую игру я когда-нибудь сделаю. Да, она в конечном итоге отправилась спокойно лежать на дне ич среди другого говна, тысяч других инди-проектов, но это вообще не важно. Потому что главную задачу она выполнила. Я доказал самому себе, что могу довести игру до релиза, что могу закончить проект. Для меня это был самый главный результат. И самое важное, после этого я не выгорел, не разочаровался, наоборот. Я обретаю могущество, которое ни одному джедаю и во сне не снилось. Получил огромное количество опыта, который разительно отличается от того, что я получаю в работе над проектами в индустрии. Я заряжен делать еще больше всякого дерьма и экспериментировать, и наносить своими проектами максимальный emotional damage окружающим. Спасибо всем, кто играл, спасибо всем, кто смотрел. До скорых встреч в эфире.